Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Я хочу перед тем, как мы сейчас полностью погрузимся в нашу любимую скиллозависимую игру, напомнить, что сегодня в 6 часов вечера по киевскому времени будет стрим. А чтобы не пропустить мои стримы и любую другую информацию, то подпишись на мой телеграм-канал. Закреплен в описании под видео и в комментариях под видео, соответственно. И там на 10-м раунде и в конце этого ролика, соответственно, появляется QR-код. Поэтому все, ребят, все усаживаемся поудобнее, располагаемся. Всем, кто, соответственно, смотрит, приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, а кто засыпает, то приятных снов. Ну еще самое главное, меня просили об этом подметить, то всем хорошего рабочего дня. Да, и тут, знаете, такая скупая слеза с глаз идет. В общем, какой план на эту игру? Я вижу духа пятерку, вижу есть орк-шаман, вижу свенчика. И что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Честно, даже не знаю, что я хочу сказать. Я хочу, наверное, попытать удачу с панды. Может, что-то с пандой попробовать реализовать, потому что здесь есть реликвия Маморы и... О, кливер! Блин, надо было раньше посмотреть на тут. Ой, короче, ладно. Я все равно не верю в то, что мне хоть что-то панда принесет. Ну, короче, ладно. Что мне еще такого вот сказать на старте? Вот, знаете, в таком... Ну, такое начало вот ролика. Хотите скороговорку? Косарь косил сено, косил косой, косой косил, косу точил. Вот вам скороговорочка. Все, погнали. Теперь мы зарядились полноценно и можем, соответственно, погрузиться в каточку. Так, хочу баф людей. Хочу ранний баф людей. Хочу. Вот хочу и все. И все. И вот вы меня не отговорите. Вот я хочу ранний баф людей. Вот надеюсь, что мне сейчас, конечно, рандом повезет, как вот этому неж ЛС, который Клокверков 2 звезды уже нашел. Вот. Будем делать сегодня имба-билд. И нет, это не через Манки Кинга 3 звезды и антимага, соответственно, 3 звезды. Сегодня мы будем играть вот на такой сборке, как я сказал. Так, масочка. Ух ты, нежить. Блин, ну на самом деле можно было бы попробовать катануть через нежить. Можно было бы. Но хочу ли я этого? Честно, не особо хочу. Вообще не особо хочу. Ладно, пока я тут в раздумьях думаю, что куда к чему. Ребята, это намек на то, что у меня будет сегодня инсектоиды. Вот прям лютый намек на то, что будет инсектоиды. Я смотрю, спамеров никто не берет, поэтому перчатку я, наверное, скипну на свой страх и риски. Возьму медальон. Но все-таки у меня есть мать насекомая, это, соответственно, уклонение, это, соответственно, меньше по мне будут попадать, и, соответственно, это работать не будет. Будет по мне попадать точно так же, как попадали. Ну, короче. О, 2 лины, отлично. 2 лины и орки. Я поставлю орков. Ну, мало ли мне орк-шаман пятерочка упадет. Мало ли, я все-таки шклевер в панду засунул. Ну, дай бог, что мне, принесет, соответственно, пандочку. Это, конечно, знаете, такая, о, там Лина в 2 звезды у молодого уже. Я понял. Ребята, я понял ваш старт. Пожалуйста, только не полностью и не так глубоко меня засовывайте. Так, один человек играет полностью на инкаме. Ага, вижу, окей. Он тоже, наверное, посмотрел на все вражеские стилы и думает такой, да не буду я бороться с этими вот скилловичками, которые двухзвездочные фигуры со старта нашли. И вот, соответственно, буду рубить правду матку и играть, соответственно, через лустрик. Получать много денег и все такое. Надеюсь, конечно, что мне панда что-то принесет, хотя, зная себя, единственное, что он может мне принести, это пачку болтов, знаете, за обе щеки. Не знаю, если честно, я тоже хочу встать на лустрик. Там такие столы лютые, что я не верю в свою победу, если честно. Я не верю в то, что я сейчас буду выходить на винстрике, что-то такое. Я больше верю в то, что я буду получать по щам. Тут есть аптечка священника еще, поэтому мы, в принципе, можем, короче, намутить движа. Столы, конечно, там знатные. Люди мне, как обычно, не приходят. Люди — это болты на блюде. Блин, что-то мне такое хорошенькое настроение. Видимо, надо, чтобы его мне сейчас попортили вот эти вот скиллозависимой игрой. Эх, ладно. Короче, ребят, что будет сегодня на стриме? Во-первых, кто не знает, то записи всех стримов сохраняются во вкладке трансляции стримов. Поэтому, если вы об этом не знали, то обязательно переходите по этой вкладочке, и там все мои стримы сохраняются. Из них я, соответственно, делаю иногда нарезки, когда там что-то произойдет, либо я отдохнуть хочу. И там... Короче, я думаю, вы это все прекрасно сами знаете. Ладно. Я просил в одном из своих роликов, и на самом деле мне не особо комфортно о этом говорить, потому что это выглядит как попрошайничество какое-то, но, короче, беру Марси и кунг-фу поставлю, наверное, все-таки. Вот таким вот образом сделаю.
И передам, соответственно, предметы ей. В общем, просил в одном из своих роликов, мне нужно 8 спонсоров. Ну, в данном случае у меня есть 3, поэтому мне нужно всего лишь 5 спонсоров для того, чтобы у меня все мои спонсоры начали отображаться на главной страничке. Это чисто, знаете, такое увековечение моих спонсоров. Поэтому, ребят, кто может, оформите самую минимальную подписку для того, чтобы эта функция заработала. И всем огромнейшее спасибо, кто это сделает, и огромнейшее спасибо за поддержку. Соответственно, когда будет намного больше спонсоров там и тому подобное, я хочу какой-то сделать уникальный контент чисто для моих спонсоров. Естественно, отталкиваясь, ну, отчасти от их предпочтения, грубо говоря, там буду опросики делать, все такое. Ну, короче. И да, ребят, я не забыл про гайд для новичков. Ну, извините, я хочу его сделать классным и полезным. Но что-то как-то, ну, оно настолько туго идет, что прям мне все не нравится. Я все забраковал, абсолютно все. У меня было 3 варианта, я эти 3 варианта тупо забраковал, потому что так максимально поверхностно все получается. Ну вот напишите в комментариях, хотели бы вы посмотреть гайд для новичков, который длился бы 40 минут примерно. Вот хотели бы такой, не короткий, а вот именно 40 минут. Мне там в Телеграме один из моих спонсоров предлагал, типа, сделать другую вещь, разбить один ролик, вот этот гайд для новичков, грубо говоря, на разбор меты, типа, азы, все такое. Короче, вот просто разбить ролик на 3 части, 4 и выложить, грубо говоря, их вот так вот. Что вы думаете на счет? И еще, я там спрашивал в одном из своих роликов, оцените мою подачу контента и в целом мой контент от 1 до 10. Насколько он заходит, насколько он... А что это было только что? Вы видели? А почему жрец нежить ваншот он только что визажа? Это тень охотник. Че, ребята, скиллом пахнет? Чуете запах моего забитого носа? Зевс. Охренеть. А давай еще... Там же Мамура на 10-м раунде есть, ребята. Хо-хо-хо. У меня появился зловещий план. У меня созрел план. Хочу Мамору. Я теперь хочу Мамору. Боже, давай сейчас Мамору на 10-м раунде. Я закидываю туда Зевса. И к 20-му раунду у меня Зевс в 3 звезды. И такого Зевса хрен кто когда в жизни пробьет. Даже 6 морских не спасут. Я еще специально так красиво его сделаю. Он будет просто разваливать всем кабины. Короче, здесь что-то будет с богами теперь. Это жестко. Это очень жестко. Это не передать словами, насколько это жестко. Зевс. Когда есть Мамора в игре. Обалдеть. Ничего себе. Ну что, ребят, показываю скилл. Я показываю сейчас вам, как надо на скиллухе играть. Запомните, на каком раунде упал? На 9-м. Я уверен, сейчас лобби порвет. Порвет от того, что будет. Интересно, что мне еще паночка принесет? Давай сейчас, не знаю, что можно такого еще, чтобы она мне прислала? Еще одного Зевса. А? Как вам? Я считаю, это план. Это план Камкан. Так, Мобов заточил, отлично. Давай, реликвию. Мамору, пожалуйста, Мамору. Черт! Все такие сейчас... Не, ну это на YouTube. Если в топ-3 зайду, это 100% залетит на YouTube. 100% залетит на YouTube, если зайду в топ-3. Тут даже безоговорочно. Тут даже как бы... Ну, нет никаких но. Правда, предмет у меня такого лютого, ну, говна, если честно. Предметы прям царские, согласитесь. У меня ни одной маны нету. Ну, тут знаете, в чем еще минус? Тут реально есть 6 морских. Но если я соберу Зевса под аганимчиком, с посохом 3-го тира, с рефрешером, то это их не спасет. И ну, все. Там будет просто лютая поплава. Я еще 6 магов сделаю сверху, и все. Такого Зевса 6 морских невозможно остановить. Там помогает только БКБ. И все. Зевс в 3 звезды под посохом 3-го тира выпиливает ваншоты даже сквозь морских. Вообще ничего не помогает. Даже шарбезны. А,
Что я там в начале ролика говорил о том, что панда мне, естественно, ничего не принесет, кроме парочки болтов на 28 за обе щечки. Так вот. Ой-ой-ой. Вот это я понимаю. Вот это вот на скилле, ребята. Учитесь. Учитесь. У меня есть еще один мой подписчик на скилловичке. Это топ не один, который спант любит какие-то легендарочки доставать по типу Свена, на 10-м Амору доставать. Ну вот, учитель, я все правильно делаю? Так и должно быть. Боже. Я уверен, сейчас лобби это заметит и их порвет. Давайте, 3, 2, 1. Разрыв лобби. Нет, там тоже скилловичок, там кунг-фу нашел. На самом деле, меня можно спокойно сейчас законтрить, потому что, во-первых, у меня нет ни одной адекватной шмотки на моих магов. Ну, они магическим бьют, соответственно, на моих магов нет ни одной шмотки. Еще и Мамора не упала. У меня не монореген, у меня только есть Дискорд. Но извините меня, что такое Дискорд по сравнению с регеном маны со старта и тому подобное? Некоторые игроки очень удачливые, очень счастливые. Простите, ребят, простите. Это просто скилл. Ребята, вы не понимаете. Учитесь. Учитесь, как надо играть. И все, я показываю вам, как надо. Показываю. Давай, Зевс. Бам! Меня тут вынесли. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Я никогда не видел это. Теперь увидишь. Никогда не бывает, скажем так, никогда. Надо выйти в 60 монет. О, люди. Люди. Отлично, я баф людей поставлю. Я пока что панду попридержу. Может, реально мне что-то еще такого интересного принесет. Надо выйти в 60 монет как можно быстрее. Мне... Так, о, прикиньте, одна баночка 6 хп восстановила, и 2 баночки по 1 хп восстановила. Ну, это скилл. Обидно, конечно, что 2 баночки по 1 хп восстановила. Вот если бы она восстановила там примерно хотя бы по 3, то это было бы круто. Я бы 10 хп себе как с куста бы снял. Кстати, тут есть, если что, метаморфоза. Если у меня будет слишком мало хп, и я буду так побеждать, объективно, откровенно, сильно, то я, соответственно, метаморфозу возьму. Ну, тут плевать всем на мои уклонения, то, что у меня там плюс 50% уклонения, тут охотники. Ну. Сейчас думают некоторые, а чё ты жалуешься, а? Чё ты жалуешься? У тебя такой стол, и ты жаловаться смеешь? Ты там давай не перегибай. Ребята, я не жалуюсь. Я откровенно шокирован. Так, скипну этот предмет. Все эти предметы мне не нужны. Ну да, естественно, предмет на монореген. Ага. Верю. Верю, поверил. Сейчас самое главное на 15-м раунде не откиснуть от мобов, потому что мне может что-то хорошенькое упасть. И я надеюсь, что это что-то будет связано с маной. Мне надо мана. Без маны я не смогу реализовать своих богов. Мне нужна мана. У меня самый сильный бог выпал. Просто я до сих пор не могу в это поверить. Это сон какой-то. Ущипните меня хоть кто-нибудь. Это сон. Чуть, кстати, чуть от своих эмоций. Спасибо, кстати, за еще один талисман. Спасибо, кольцо магическое. Ну, пойдет, в принципе, окей. 2, ух ты. В принципе, пойдет, ладно, ладно. В принципе, пойдет. У меня теперь 70% уклонения. Ну как, там не 70% уклонения. Там где-то 60... Сколько-то там, короче. 60 с чем-то. Ну да, там где-то 60 с чем-то процентов уклонения. Чем, короче, больше у тебя всяких статов, как с сопротивлением, тем, соответственно, меньше тебе дают шмотки. И, соответственно, когда у меня 50% уклонения, то дальше идет на спад все. Поэтому у меня где-то процентов, ну, наверное, 60-65 максимум. Мог бы выйти, конечно, сейчас все 80 монет уже идти в уровень, но я, в принципе, чувствую себя замечательно, прекрасно. У меня 65 хп, хотел сказать 55, но, в принципе, я доволен. Я доволен своими результатами. Самое главное, чтобы у меня сейчас максимально реализованный был леший. Но у меня в любом случае остался вопрос, каким образом нежить-жрец ваншотнул тень. Это охотник-нежить, который, ну, плодится на еще две составляющие.
Там, походу, какая-то сломанная механика, потому что реально он фуловую тень тупо ваншотнул. Я этого, конечно, не понял момента. Короче, кто знает, то в комментариях мне, соответственно, пишут. И, соответственно, пишем, насколько это скилловый билд. Насколько это скиллозависимо сейчас. Я не уверен, что я буду побеждать сейчас, если честно. Не уверен. Есть там шлем Ареса, есть яички, есть Мамора. На самом деле, если на 20-м раунде мне упадет Мамора, я буду более-менее рад, но на самом деле не совсем, потому что у меня есть как бы награда за гоблинов, которые я могу спокойно реализовать. Брать себе 10 уровень, и мне даже на самом деле Мамора особо и не нужна будет это. Обалдеть. Вот это я понимаю, вот это кайфули, вот это скилл, ребята, вот это скилл. Я Трентуху, наверное, продам и возьму все-таки 7 уровень, чтобы поставить 4 богов. Мне надо, чтобы как можно чаще мои ребятки кастовали способности. И, наверное, поставлю Рубика вместо Марса, потому что Марса я не особо верю, а вот в Рубика я верю достаточно. Жалко здесь, знаете, нету мастерской бумы еще. Было бы идеально. Была бы мастерская бума, я бы описался от счастья. Я на самом деле и сейчас довольно-таки хорошо рад. У меня аж коленки дрожат. Вот это кайфули. Вот это я понимаю, имба. А куда Лагуна так полетела, увидели? Муэрто только что какую-то способность свою сделал, и Лагуна куда-то туда, в стратосферу улетела. Так, хорошо. Мне пока все нравится. Пока что мне все нравится. Тут прекрасно все. Но на самом деле не совсем. Я хочу, чтобы мне яйцо пришло, я лешего в 2 звезды апну. Хочу. Я сейчас самый ранний 10 уровень возьму. В 11 в 12 я, наверное, идти не буду. Мне вряд ли это дадут сделать, потому что тут, как видите, тоже ребята такие настроены на победу, потому что у них очень такие жесткие усиления там есть. У них куча двухзвездочных, у них куча всего. Меня тут, ну короче, меня тут могут жестко наказать. Отхлыстать, так сказать, по попке. Так, а тут я проиграл, кстати, видите, огонечек поменялся. На самом деле, вот этот огонечек, он странно иногда работает. Иногда он показывает то, что ты проиграешь, а иногда не показывает то, что ты проиграешь. С чем это связано? Ну, в душе не чаю. Боже, куда ты... Вот мне не нравится Зевс с тем, что он иногда кастует свою способность вообще куда-то непонятно. Максимально куда-то непонятно кастует свою способность. Но благо я -3 получу. Благо. Я удивлюсь, если мне сейчас совершенно рано придет дух в 2, орк-шаман в 2. Я вообще буду счастлив, да. Несказанно счастлив. Да, я сейчас самый ранний, самый первый, кто возьмет 10 раунд. В общем, мне надо сейчас реликвия либо же Мамора, либо же яйца. Но знаете, как назло, я возьму вот реликвию яиц, и мне яйца перестанут от слова совсем падать. Вот что-то у меня, знаете, такое, ну вот... Спасибо, спасибо. Жрец, спасибо, что ты закастил свою способность. Это было эпично. Это было эпично максимально. Да все не то падает, то, что мне надо. Шлеморез это, конечно, классная тема, но я не буду брать шлеморез. Не хочу я брать шлеморез. Я, наверное, рискну все-таки и попробую найти какую-то другую реликвию. Да, я, наверное, все-таки попробую взять. Ну, была не была. Хорош, хорош, но пока что юзать я не буду. Отлично, шикарно, прекрасно, замечательно. Попробуем предмет найти 3-го тира. Давай, что-нибудь хорошенькое. Или... Я могу поставить 6 магов, но не хочу этого делать. Да я, в принципе, сейчас как-то предметы не особо хочу ролить. Хотя можно было бы, на самом деле, что-нибудь сролить.
попробовать предмет третьего тира найти. Мне все-таки посох третьего тира, кровь из носа необходим. Без посоха третьего тира у меня не будет дамага. Он будет минимальным. Для того, чтобы уверенно себя чувствовать, мне надо, соответственно, посох третьего тира. Тогда я буду себя прелестно чувствовать. И тогда буду так разваливать, что никогда в жизни так не разваливал. Там будет стираться абсолютно все в порошок. Честно, у меня от такой игры аж в горле пересохло люто. Почти 9, отлично. Не хочу спешить пока что. Надо посмотреть, что мне на... О, я понял, там антимаг. Сейчас спорим, один антимаг порвет всю мою сборку. Вот сейчас гадалки не ходи, но один антимаг порвет всю мою сборку. Абсолютно. Но сколько можно? Ой, боже. Лучше б я не искал предмет первого тира. Я вам отвечаю. Ей-богу, мне такой Да, что-то по предметам не густо. Вот, знаете, вроде бы у меня все идеально. Вот скажите, мне пришел Зевс, мне пришел Леший ранее. Но Мамора на 10 раунде мне не упала, чтобы я смог Зевса вообще в тройку попробовать собрать на, на 20 раунде. И по шмоту вообще полная поплава. Вот тут, скорее всего, либо мне сейчас не фартанет по шмоту дальше, либо же я не знаю, что может произойти еще. Мне надо, наверное, баф чернокнижников поставить. Девять воинов с антимагом 2 звезды, понял. Смотрите, сейчас антимаг 2 звезды приходит и рвет мне кабину. Проверяйте. Без смс и регистрации. О, мана плюс 50. Так, успел уровень. Ну, нормально, я успел уровень буду это купить. Отлично. Может, все-таки уже рискнуть? Там кунг-фу панда в 2 звезды. Я, наверное, рискну. Не, ну в чем-то мне когда-то должно было повезти, правильно? Посох третьего тира мне приехал. То, что доктор прописал. И ставим так вот 6 магов. По красоте, правильно? Правильно, конечно же. А, ну все, смотрите, антимаг. Каждой тычке попадает, естественно. У меня 50% уклонения, напомню. Ага, понял, принял. Ну, не имба. Угу. Хорошее усиление, но не скажу, что оно тайминговое. Ну, кстати, у меня 10 уровень. 25 раунд, 10 уровень. Как вам? Я считаю это отлично. И вот так вот яйца возьму бузить. Так, давай. Так, дух пятерочка, хорошо. Рубика апнем. Хочу ли я Рубика в 3 звезды? Ну, а зачем он мне нужен, правильно? Сейчас, короче, максимальное усиление делаем пока что на Лину. Чтобы Лина ваншотала вот этих вот урс. И получала, соответственно, стаки с посоха. Не факт, конечно, что будет их получать, но все же. Так, смотрите. Мне сейчас спант пришло улучшение, ну, то есть, скажем так, снисхождение бога рандома в том, что мне пришло 2 легендарные фигуры со старта. Теперь вот давайте отсчитывать, сколько легендарных мне придет на 10 раунде. Я на 25 раунде взял первый 10 уровень и уже строил 30 плюс монет. Мне пришла пока одна легендарка, это дух пятерочка. Свен. Я, короче, думаю, пока что покупать не буду, от него проку мало. О, еще один посох и взгляд Азеса. Ай-яй-яй, ну я это не хочу, если честно. Надо, наверное, рандомить. Да! Саня, сдерживаем эмоции. Санечка, сдерживаем эмоции. Как можно сдерживать эмоции, когда у меня вот такое вот происходит тут? Как? Да никак, это невозможно.
Леший не самый сильный персонаж, который у меня сейчас, на самом деле. Он, на самом деле, из всех магов он самый слабый. Он не считается, конечно, магом, но все же... О, Лич. Так, Личеныш, что мы с тобой делаем? Во-первых, мы ставим Тайдуху. Да? Да. Рок войны хочу я поставить? Ну, драконий рок, точнее, хочу поставить? Нет, не хочу пока что. Не хочу. Что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? На самом деле, можно было бы поставить, и можно было бы поставить духа пятерку, но пока что у меня слабый стол, очень слабый стол. Мне надо хотя бы, чтобы дух пятерка был в 2 звезды, и тогда я смогу отдавать драконий рок в Тайда, чтобы триггерить именно духа пятерку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, божечки, 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 божечки. Как это больно. Как это больно. Минус 14 просто. Зевс. Знаете что? А ну вот этих вот мы продаем, короче, духа пятерочку ставим. Сейчас ставим идеальную комбинацию, которая самая сильная в этой игре, я считаю. Ну ладно, есть сильнее, конечно, но все же. Это самая сильная комбинация магического дамага, как по мне. Через духа пятерочку. Но пока что у меня будет стоять Зевс. Пока дух пятерочка не придет в 2 звезды. И желательно, чтобы мне орк-шаман пришел тоже в 2 звезды. Это да могу такое финтить. У-у-у. Лича я беру на всякий случай. Мало ли, мне понадобится помощь Лича. Просто стер порошок. Просто стер его стол в порошок. Но тут не имбовый антимаг меня начинает немножечко так напрягать. Мне надо, конечно, наверное, поменять расстановку. Вот таким вот образом, короче, как-то поступить. Монаргин на ЦМ-ке мне еще нужен, но в дальнейшем, если что, как бы... Сильно. В дальнейшем я это как-то оборву. Так, жрец приходит. Дух пятерочка. Давай, яйцо, 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 пожалуйста, яйцо. Ну, реликвия 7 единиц. Реликвия 7 единиц. Мразь. Мразь неописуемая. Мне нужен дух пятерка. Хочу этого или нет. Он мне нужен, понимаете? Просто нужен. Вот знаете, надо. Вот надо и все. Так, чел, кстати. Ой-ой-ой. Не успеет закастить способ. Ой, божечки. Ну, кастани, Зевс, молю. Ну вот же перед тобой антимаг. Ну, разочек, давай, дай ему по щечкам. Ну ты тварь. Не, ну, антимаг сгорел, окей. Я винстрик ему сбил, окей. Но Зевс ни разу не кастанул в антимага. Там чел его подкупил. Купил, Рубика продал, купил, продал. Я на самом деле просто переживаю то, что я не смогу реализовать. Не смогу реализовать вот такой вот подарок судьбы. На самом деле было бы у меня куча яиц. Я бы, наверное, даже сейчас попробовал 3 звезды бы собрать. Если бы он, соответственно, ко мне пришел. Так, скилл медузы, кстати. Кстати, о птичках. Там скилл медузы пришел. Такую расстановку, короче, сейчас сделаю. Так, голос, успокойся. В Тайдуху закину, короче, вот эти вот талисманы все, чтобы он смог прокастить свой станчик. И там миссы сработали. Так, а тут инсектоид. Так, инсектоида мы наказываем. Инсектоид идет в ангар. Ой, в ангар. В лобби. Уехал в Next, молодой. Пока. Инсектоиды мы здесь не рады. Не рады ни грамму. Яйцо, отлично. Есть яйцо. Что мы делаем? Блокируем. Блокируем, потому что сейчас раунд с мобами. И после раунда с мобами я полностью ролю все шмотки. Там Свен 2 звезды. Нормалек, нормалек. Марси в 3 звезды. Мне вот этого вот типа, который играет через Свена, надо каким-то образом вынести. Потому что если я его не вынесу, он потом придет злой. Очень злой. И будет Саня по-по-бо-бо.
Он еще, кстати, 4 морских поставил. И там еще один чувак поставил 4 морских. Я вообще вот этого чувака, который играет сейчас на 9 охотниках, не понимаю. Он может спокойно поставить себе 6 морских и напрягать меня. Тот, который играет чел через Свена, я думаю, это ему не поможет. Я сейчас апну себе духа пятерку в 2 звезды, передам ему шмотки, рейд ночных зверей пикну. Мало ли доживем до 35-го. Все сейчас шмотки перекину в духа пятерку, а драконий рог я отдам, соответственно, в тайдуху. Хватит ли мне предметов до оганчика? А ну-ка, давай. Огнемчик. Ну, я хочу хекс взять. Я хочу хекс взять по той лишь причине, что, смотрите, у него тут есть Свен. Свен улетит сразу в хекс. А там улетит Марси в хекс. Поэтому мы берем хекс. Берем, по-любому берем. По любасику берем. Яиц больше не намечается на горизонте. Ну и плевать, на самом деле. Самое главное мне сейчас вынести вот этого вот молодого на антимаге со Свеном 2 звезды. Вот это вот самое главное сейчас. Самый главный приоритет сейчас. Самый главный приоритет. Я думаю, у меня получится. Драконий рог. Драконий рог. Это плохо. Сейчас посмотрим, короче, как поступим. Я, наверное, реально с Зевсаки скипну шмотки. Мне нужен агоним. О, Рен. Его там кунфуист отмутузил, прикиньте. Я, наверное, ману плюс 50 возьму. Пригодится. 100% пригодится. У меня такое впечатление, что у меня сейчас глаза из орбит вылетят, потому что я стараюсь сейчас быть максимально сосредоточенным, чтобы попробовать реализовать ту имбу, которую бог рандома мне преподнес. Сделаем, короче, вот так вот. И я все-таки предметы отдам в духа пятерку. Как-то в духа пятерку я надежнее верю, нежели в кого-либо другого. Я, наверное... Так, это чел через кунг-фу. Чпуньк. Минус 26. Сюда. Ой, жрец в 3 звезды. Чисто приятный бонус. Такой приятный бонус мы одобряем. И дума на всякий случай берем. На всякий случай, на всякий пожарный. Так, остался чел, который играет через Ведьмаков и Свена. Он поставил морских. Ага, окей. Окей. Я Тайдуху, наверное, поставлю назад. Потому что, видите, он там Вингу сейчас свапает потихонечку. Я, наверное, под конец раунда Вингу поставлю... Вингу. Я поставлю Тайда, наверное, чуть-чуть назад. Чтобы Тайд 100% смог закастить свою способность. Там тоже Тайд 2 звезды. Как... Ты, тварь, какого ты тычку кастуешь? Я его вынес. Ну куда ты, Зевс, кидаешь свою способность? Ты тварь неблагодарная. Ух! Ну что, ребятки? Полная аннигиляция. Полная аннигиляция. Я таки не понял, какого хрена Тайд вместо того, чтобы прокачать свою способность, он берет и тычку дает. Какого? Что его надоумило дать тычку? Ну, я его тут выношу спокойно, потому что чел, во-первых, не ставит 6 морских. Ну, и я и думаю, в принципе, это ему вообще не поможет никак. Ни грамма. Плюс у меня, если что, инвокер есть. Инвокера без оружия должен накинуть свой. А чем больше контроля, тем, соответственно, мне лучше. Ба!
Эх, жалко, это не тот момент, когда я апнул сейчас ферзя. Жалко. Кстати, он там в Тайда закинул тоже драконий рог, но я все равно не понял, почему Тайд не закастил свою способность сразу, а дал в первую очередь тычку. В чем прикол? Странные предметы у Медузы. Максимально странные. Зачем он такие предметы закинул Медузу? Я сейчас не понял. Типа, в чем прикол? Ну что, ребята, как вам мой скилл? Кого научить? Кого научить такому же скиллу, как у меня только что был? Кого? Ребят, выстраиваемся все в очередь, пишем комментарии. В комментариях, что вы хотите научиться такому же скиллу, как это делаю я. Все, ребятки. Мне добавить здесь нечего. Я на самом деле, я волновался то, что я не смогу реализовать вот этот весь потенциал, который мне дали со старта. Потому что, ну, катка какая-то, ну, было вроде бы как бы за меня, но вроде бы как бы и было против меня. Челы бы, ну, там вот, допустим, вот этот топ-3, который сделал Свена себе в DSD, он мог меня спокойно законтрить. Элементарно, он бы нашел себе БКБ, и все, он там бы просто пованшотил весь мой стол. Но 4 морских не помогает против Зевса. Но у меня не было еще аганима. Был бы у меня аганим, там бы вообще игра еще быстрее закончилась, и он бы тупо не смог бы найти этот предмет. Но это была все равно максимально показательная каточка, как надо играть на скилле. Поэтому, ребят, вот такое вот происходит у меня раз, наверное, в 100-200 игр, и то не всегда, и то, даже если это происходит, это либо на поздних раундах мне панда что-нибудь такое легендарное принесет, либо же мне приходит в начале, и мне тупо не идет по шмоту абсолютно ничего, я даже в топ-3 зайти не могу. Поэтому, ребят, с вас лайк и комментарий под этим роликом, что вы думаете на этот счет. А также не забудьте подписаться на мой YouTube канал. И у меня есть телеграм-канал, о котором я говорил в начале, поэтому он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!